Как стирать без канализации и без водопровода в машинке автомат? Как? Очень просто. Вот это у нас водопровод, а вот это у нас канализация. Ведро емкостью 15 литров. Ставится ведро, опускается в него сливной шланг и сливает. А теперь немножко поподробнее. У нас уже было такое видео на другом канале, который мы по ряду причин закрыли, поэтому мы решили видео переснять, так как у него было очень много просмотров, и мы подумали, что оно ценное и полезно для остальных людей, кто не успел посмотреть. В общем, машинка за один раз набирает в себя 10 литров. Соответственно, здесь вот уже налита у нас теплая вода. Я нагрела еще воду, точнее вскипятила, да, чтобы не была совсем горячая вода. Я вылила еще, то есть здесь получилось, ну, примерно там 30 литров. Да? Вот это все хватит практически на весь цикл. Она набирает 10 литров, стирает, стирает, стирает и выливает 10 литров. Мы ведро поставили на 15, на всякий случай, чтобы просто не разлить. Сейчас мы живем в другом доме. У нас канализация уже есть, поэтому шланга вы здесь не увидите, он уже подключен куда положено. Но водопровод мы пока еще не подвели. Поэтому воду мы набираем также пока вот из шланга, качаем вот сюда ее, а сливаем уже в канализацию, уже стало попроще. Итак, ну, начинаем. В общем, мы ставим машинку. Включаем положенные ей программу и слушаем характерные звуки. И начал работать клапан подачи воды. Ну, смотрите, если у кого нет вот такой чудо-бочки, я вообще наливала раньше из баклажек на 5 литров. Просто выливаете туда воду и все. Вот клапан у нас гудеть перестал. Как вы видите, машинка уже стирает. И поэтому вентиль мы здесь закрываем. В процессе стирки машинка будет просить воды еще несколько раз. Также вы будете слышать характерные звуки. Чтобы будет служить командой, нужно открыть вентиль. Когда машинка начнет сливать, вы это тоже услышите. Я даже себе сделала такие небольшие пометочки. Это было еще в том доме, чтобы не проморгать. Вдруг ведро у меня не на месте, вот такие полосочки, что тут машинка у меня сливает, чтобы ведро было наготове. Ну вот, в принципе, и все премудрости деревенской стирки. Пробовали мы также стирать машинки активаторного типа. Это вообще не вариант, потому что туда на цикл стирки уходит больше 100 литров, если полоскать белье в машинке. И оно все равно не выплачено до конца, оно с примесью порошка. В этой машинке на весь цикл уходит 40 литров. То есть экономия на лицо и на руки, потому что эту воду нужно было принести нам раньше и, соответственно, унести. Ну вот, а дальше думайте сами, решайте сами.